У кота там полхвоста нету, видишь? О, Как тебе, сын, погода сегодня? хорошо. Первые цветочки растут. Это- Первое. Но я уже видел даже подснежники. Да, я в садике. Угу. Я видел. Спасибо. Можно я Маше подарю этот цветок? Да. Спасибо. Мне кажется, Маша будет очень сильно рада такому цветочку. Я же ей очень редко дарю цветы. Мы сейчас идем обедать в лес. Пожарим сосисок, Да. сделаем кетчунес, Да. кетчуп с майонезом смешаем. Да. Потом еще хлебушек у нас будет на костре поджаренный, тепленький, Мясо. вкусный. Лови меня. Давай. Давай лучше я словлю тебя. Нет, не надо. Прыгай. На меня прыгай сюда. Иди сам, папа. Ну ладно, давай. Все равно сегодня стирать полностью все вещи, да? А? Да, все равно. Можно даже и провонять все костром. Ничего страшного. Да, Главное, чтобы они все высохли. да. Иначе мама Настя меня будет очень сильно, Бить по жопке. ну, можно и так сказать. Да. Когда? Что касается места, то нам вообще без проблем, потому что я живу прямо возле леса. Вот фонтан, да, голубой такой. А, пошли подойдем, что там сегодня с фонтаном. Дай камеру. Вот наш фонтан такой. Сейчас-то он не работает. Да. Ну, Вот этот наш лес такой. А мы сейчас идем в поход. да. Вот наш лес, Но мы пойдем. дерево. Есть всякие места хорошие. Да, Прямо здесь, вот, возле дороги, мы не будем сидеть. да. Мы пойдем дальше, да, в лес? Самую чаще, да? Мне? Тима, какой твой самый любимый мультик? Миньоны. А ты знаешь кого-нибудь из миньонов? Как зовут? Не знаешь? А мой в детстве был самый любимый, это «Ну, погоди». Ты смотрел такой мультик? Кот, погоди. Не «Кот, погоди», «Ну, погоди». Там про зайца и волка. Да. Волк постоянно хотел съесть зайца, но у него не получалось, потому Да. что заяц был очень умный. Так бегал, что прям Да. врезался. Он всегда там всякие ловушки попадал. Угу. Потом еще вот так идет. О! О! Военный самолет. Нет, сынка. Хотя, может, и военный, не знаю. А ты откуда знаешь, что это военный? Ну, мне Боря рассказывал, что если высоко, то военный. А, Боря у нас Если умный парень. низко, то вообще-то не военный. То есть высоко влетают Да. только военные вертолеты. Да. Только Если кто не знал, кому-то всем на заметку. А как большие пчелы называются? королева пчела. А, может, кто-то живет в Степянке, знает, что это за дома? Это какие-то... Я знаю этот дом. Я не знаю, что это за дом. Тут раньше был винт такой. Какой винт, сын? Ты меня пугаешь. Почему? Потому что я не знаю, откуда здесь эти дома, а ты знаешь. Как такое может быть? Я не знаю. Поляночное место. Ну, нормально. Правда, кострище здесь такое страшное. Что это сейчас будет? Я думаю, что будет костер. Мы сейчас пожарили сосиски и немножко подгорелось. Нет, сынка, это самый сок. Так Да? и должно было быть. Да, с кетчунезиком. Ой, смотри, я дыма. Ничего страшного. С помидорками. О. Вкусно? Я тоже так сделаю. Просто сказка. Мгм. Просто сказка, да, пап? Просто сказка. Самый лучший поход. Я тоже так считаю. Летом мы еще пойдем. Ну что, поели, перекусили? Да. Можно теперь домой собираться. Только надо костер обязательно за собой затушить. Ну давайте затушать как-то. Ну как, по-пионерски? По-пионерски? Может, с водой? А ты знаешь, как по-пионерски? Как? Люди пройдут, я покажу тебе.
Ну что, узнал теперь, как тушить по-пионерски? Да. Никому теперь не будешь говорить? Не-а. Потому что никто не знает, кроме тебя и меня. Вообще, откуда ты знаешь это? Это мне еще передал мой прадед, такой способ тушения огня по-пионерски. Так что, если кого-то интересует такой метод тушения костра, обязательно пишите в комментариях, я всем отвечу. Всем пока! Пока-пока!